Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Признаки и последствия инсульта. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Инсульты характеризуются многообразием причин, вызывающих заболевание. Доказано, что этиология инсульта у женщин и мужчин в некоторых случаях различается. Причины инсульта женщин в основном лежат в плоскости патофизиологии фертильного периода и менопаузы. У мужчин они чаще обусловлены профессиональными рисками и вредными привычками. С этими же особенностями связаны различия патогенеза и последствий инсульта гендерных групп. Что такое инсульт? Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения. Результат одной из двух причин. Первое – сужение или закупорки кровеносных сосудов головного мозга, ишемический инсульт. И вторая – кровоизлияние в головной мозг или в его оболочке, геморрагический инсульт. Инсульты встречаются у лиц в широком возрастном диапазоне – от 20-25 лет до глубокой старости. Инсульты у лиц молодого и среднего возраста. Ишемический инсульт имеет общие для женщин и мужчин этиологические факторы – артериальная гипертензия и атеросклероз. Факторы ишемического инсульта, имеющие гендерную предрасположенность. У женщин ревматизм сердца в сочетании с кардиогенной эмболией головного мозга, закупоркой средней мозговой артерии жировым или воздушным эмболом, сформированным в левых отделах сердца. У мужчин травматические окклюзии сосудов шеи, травма и последующая закупорка сонной артерии, расположенной в мышцах шеи. Геморрагический инсульт имеет общие для женщин и мужчин этиологические факторы – артериальные аневризмы, артериальная гипертония, артериовенозные аневризмы. Факторы геморрагического инсульта, имеющие гендерную предрасположенность. У женщин артериальная гипертензия, у мужчин артериальная аневризма, посттравматическое расслоение артерий, субарахноидальное кровоизлияние. У молодых женщин в период гестации, вынашивания плода, геморрагический инсульт развивается в 8-9 раз чаще, чем у мужчин этого же возраста. Особенности клинического течения и последствия инсультов у лиц молодого возраста сильно различаются. При ишемическом инсульте болезнь чаще протекает при наличии ясного сознания и развивается на фоне умеренного неврологического дефицита. Тяжелые формы инсульта у женщин развиваются по типу кардиогенной эмболии головного мозга. У мужчин по типу атеросклероза и тромбоза магистральных артерий. Инсульты у лиц пожилого возраста. В возрасте от 65 до 79 лет инсульты чаще встречаются у мужчин, а после 80 лет у женщин. Основные причины инсульта у пожилых людей. У мужчин артериальная гипертензия, повышенный уровень холестерина в крови. У женщин мерцательная аритмия, стеноз каротидных артерий, ишемическая болезнь сердца, сердечно-сосудистая недостаточность. Особенности клинического течения и последствия инсультов у лиц пожилого возраста мало зависят от пола. Заболевание обычно протекает на фоне выраженного неврологического дефицита с высоким уровнем инвалидизации. Это объясняется сложным состоянием здоровья до инсульта, хроническими заболеваниями, возрастными изменениями структур головного мозга. У пациентов после 65 лет в 3 раза увеличивается риск рецидивов инсульта в сравнении с лицами, перенесшими инсульт в молодом возрасте. Сколько лет живут после инсульта? На этот вопрос нет однозначного ответа. Летальный исход может наступить сразу после инсульта. Однако возможна и длительная, относительно полноценная жизнь в течение десятилетий. Между тем установлено, что летальность после инсультов составляет в течение первого месяца 35%, в течение первого года около 50%. Прогноз исхода инсульта зависит от многих факторов, в том числе от возраста больного, состояния здоровья до инсульта,
Качество жизни до и после инсульта, соблюдение режима реабилитационного периода, полноты устранения причин инсульта, наличие сопутствующих хронических заболеваний, присутствие стресс-факторов. Главные факторы риска инсульта: смертельный квинтет, гипертензия, гиперхолестеринемия, сахарный диабет, курение, гипертрофия левого желудочка сердца. Сочетание 2-3 перечисленных факторов значительно повышает риск неблагоприятного исхода болезни. Причины инсульта. К причинам инсульта относят ишемию, нарушение кровоснабжения, эмболию, закупорку сосудов эмболом, тромбоз, атерому, дегенеративное изменение стенок сосудов и внутримозговое кровоизлияние. Тромбоз – процесс образования сгустков крови. Если тромб возникает в кровеносном сосуде, который питает мозг, это приводит к отечности мозговой ткани. Тромбоз часто развивается утром или ночью после перенесенной операции или сердечного приступа. Именно тромбоз становится причиной большинства инсультов, которые происходят у людей пожилого возраста. Чаще всего тромбоз возникает у людей с избыточным весом, у тех, кто злоупотребляет курением, и у женщин, которые предохраняются оральными гормональными контрацептивами. На данный момент тромбоз может развиться и у очень молодых людей, которые принимают кокаин. При кровоизлиянии происходит разрыв артерии головного мозга. Такой вид инсульта может случиться в любом возрасте. Кровоизлияние происходит при повышенном кровяном давлении. Такой вид инсульта может возникнуть при уплотнении артерий, аритмии, диабете, пониженном или внезапно повысившемся кровяном давлении, малоподвижном образе жизни, курении, применении оральных контрацептивов. При эмболии в кровеносном сосуде образуется сгусток жироподобных веществ – эмбол. Застревая в сосудах, эмбол перекрывает кровоток. Такой вид инсульта может возникнуть после операции на сердце или при аритмии. Симптомы инсульта. Признаки заболевания, выявленные врачами на основании общеклинических, инструментальных и лабораторных исследований пациента с помощью постановки диагноза, называются симптомами. Первые симптомы инсульта определяет врач или фельдшер скорой помощи по шкалам. На основании многолетних исследований выделены наиболее распространенные симптомы инсульта, которые делятся на две условные группы. Общемозговые симптомы, характерные для многих патологий, связанных с повреждением головного мозга, это головокружение, дурнота, оглушение или возбуждение. Очаговые симптомы. Внезапные порезы, параличи, потеря зрения или изменение положения зрачка, неуверенная речь, нарушение координации движения, ригидность, патологическое напряжение мышц затылка. Первые симптомы инсульта. Больной с подозрением на инсульт поступает в неврологическое отделение или реанимацию. Надежда на благоприятный исход, максимальная реабилитация больного, возможна в течение первых 3-6 часов от наступления инсульта до начала интенсивной терапии или реанимации. Первые симптомы, которые достоверно указывают на определенный тип инсульта. Геморрагический инсульт, кровоизлияние, геморрагия в тканях головного мозга. Ишемический инсульт, участок инфаркта, некроза в тканях головного мозга. Эти признаки обнаруживают с помощью КТ, МРТ, ЭЭГ. Симптомы общемозговых или очаговых поражений головного мозга, полученные общедоступными методами, не всегда являются результатом инсульта. Работа по классификации сосудистых повреждений головного мозга начата в 1971 году Е.Н. Шмидтом. В окончательном варианте предложена им в 1985 году. Признаки инсульта у женщин и мужчин. Признаки инсульта – это субъективное, личное ощущение человека или объективное, очевидное описание заболевания сторонним наблюдателем, которое служит поводом к обращению заболевшего за помощью в лечебное учреждение. Признаки инсульта следует знать всем людям, независимо от наличия медицинского образования. Эти симптомы в первую очередь связаны с нарушением иннервации мышц головы и тела.
Поэтому при подозрении на инсульт попросите человека выполнить 3 простых действия: улыбнуться, поднять руки, сказать любое слово или предложение. Если у человека инсульт, этот простой тест покажет следующие результаты. Улыбка выглядит неестественно, уголки губ расположены на разной линии, что связано с ограничением или полной невозможностью сокращения лицевых мышц. Поднятие рук выглядит как несимметричное действие. Рука на пораженной стороне не имеет силы, то есть самопроизвольно опускается, рукопожатие слабое. Произношение слов или словосочетаний ввиду пореза или паралича мышц лица затрудненное. Существуют другие похожие тесты. К сожалению, выявление признаков инсульта означает констатацию, подтверждение начала необратимых последствий в головном мозге. Чем быстрее будет оказана квалифицированная помощь больному, тем больше шансов на устранение последствий инсульта. Признаки некоторых видов инсульта ишемического проявляются до развития изменений в тканях головного мозга. Такие признаки называются начальными проявлениями недостаточности кровоснабжения мозга. Они заключаются в транзиторных, проходящих ишемических атаках или гипертонических кризах. Их своевременное выявление рекомендуется для профилактики развития клинических форм инсульта. Начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга легко определить в домашних условиях с помощью опросника Л.С. Манвелова. Один положительный ответ равен 1 баллу. Для подтверждения диагноза следует минимум дважды ответить плюсом на вопросы о наличии не реже 1 раза в неделю или постоянно в течение последних 3 месяцев следующих ощущений. Головная боль без четкой локации, не обусловленная с гипертонией, часто связанная с переутомлением и переменой погоды, плюс или минус. Головокружение, усиливающееся при изменении положения тела в пространстве, плюс или минус. Шум в голове, постоянный или приходящий, плюс или минус. Нарушение памяти, которое распространяется на текущее событие. Логическая память, как правило, не страдает, плюс или минус. Нарушение сна или работоспособности, плюс или минус. Если обследуемый человек набрал 2 и более балла, это означает, что у него имеются предпосылки скорого развития инсульта. Следует обратиться к участковому терапевту, чтобы получить направление к невропатологу для лабораторных и инструментальных обследований и лечения. Инсульт не всегда имеет видимые для посторонних признаки. Иногда они очевидны только на основании личных ощущений при выполнении привычных действий, например, характерных только для женщин или только для мужчин. Первая помощь при первых признаках инсульта. После выявления признаков инсульта необходимо выполнить следующие действия. Вызвать скорую помощь, вызов бесплатный. Вызов со стационарного телефона 03. Вызов с мобильного телефона 112 или 03. Больному принять горизонтальное положение на постели, голова чуть выше тела. Если имеются зубные протезы, глазные линзы, очки, снять. Если больной в бессознательном состоянии, помочь ему приоткрыть рот, голову слегка наклонить на бок, следить за дыханием. До приезда бригады скорой помощи записать название, дозировку и кратность принимаемых больным лекарств. Записать название непереносимых больным лекарств, если такие есть. Подготовить паспорт, полис медицинской страховки, амбулаторную карту, если она находится у больного. Сообщить врачу скорой помощи известные сведения о больном. По возможности сопроводить больного до приемного покоя стационара. Помощь пациенту в условиях стационара оказывается согласно стандартам медицинской помощи больных при инсульте, утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007 номер 513. Температура при инсульте. Ряд научных публикаций свидетельствует о негативном влиянии высокой температуры на исход инсульта. В то же время сообщается об использовании низкой температуры, гипотермии и нормотермии в нейропротекции клеток мозга в ходе терапии нарушений мозговых кровообращений. Патогенез инсультов во многом определяется состоянием терморегуляции больного. Одна из причин комы больного при инсульте – нарушение терморегуляции.
Гипертермия диагностируется у 40-70% больных с геморрагическим инсультом и у 18-60% с ишемическим инсультом. Ведущая причина гипертермии – гнойно-воспалительные процессы в организме, которые развивались как осложнение пневмонии, инфекции мочеполовых путей, пролежней. Вторая причина гипертермии – супратенториальные опухоли головного мозга. Повышение температуры при них не зависит от гнойных процессов в организме. Метод гипотермии с целью сохранения структур мозга, поврежденных в результате инсульта, широко применялся до 70-80-х годов прошлого столетия. От перспективного метода отказались ввиду многочисленных осложнений. В настоящее время с открытием новых средств и методов в биологии и медицине использование гипотермии при инсультах вновь широко обсуждается с целью нейропротекции нейронов от каскада патологических реакций в головном мозге при инсульте в первой стадии. Факторы риска развития инсульта. Курение. Курение и прием алкоголя – одни из основных факторов риска развития инсульта. Особенно это касается людей в пожилом возрасте. Курение и алкоголь вкупе многократно повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, прием алкоголя способствует набору веса. Прием определенных медицинских препаратов без назначения врача приводит к риску развития болезней сердца и крови, что может стать причиной возникновения инсульта. Вероятность развития инсульта значительно повышается при применении оральных контрацептивов, содержащих эстрогены. Этот риск возрастает при использовании оральных контрацептивов курящими женщинами, имеющими повышенное артериальное давление. Необходимо следить за уровнем холестерина в крови, так как его повышенное содержание – один из факторов риска возникновения инсульта. Повышение уровня холестерина приводит неправильное, перенасыщенное жирами, и нерегулярное питание. Во много раз увеличивает риск развития инсульта артериальная гипертония, особенно в сочетании со всеми вышеперечисленными факторами. Осторожнее нужно быть беременным женщинам, страдающим артериальной гипертонией, и женщинам, принимающим оральные контрацептивы. Одной из причин развития сердечно-сосудистых заболеваний является гиподинамия – сидячий образ жизни. Необходимо ежедневно делать зарядку, совершать пробежки и прогулки на свежем воздухе. Выполнение этих рекомендаций благотворно отражается на содержании уровня сахара в крови и способствует понижению артериального давления. Огромен риск развития инсульта у людей с большим весом, даже при отсутствии остальных факторов риска. Большой вес способствует развитию высокого артериального давления, возникновению диабета и создает повышенную нагрузку на сердечную мышцу. Риск развития инсульта возрастает у людей, страдающих сахарным диабетом. Огромный процент больных сахарным диабетом умирает от последствий инсульта. Огромную роль в возникновении инсульта играет психическое состояние человека. Стрессы, переживания, нервные нагрузки повышают риск развития заболевания. Особенно это касается людей, ранее уже перенесших инсульт. Последствия инсульта. Исключая летальные исходы, часть больных возвращается к нормальной или частично ограниченной трудовой деятельности. При медленном восстановлении функций организма и невозможности в течение 3–3,5 месяцев возврата к трудовой деятельности больной направляется на медико-социальную экспертизу. Врачебная комиссия решает вопрос о продолжении лечения по больничному листу или необходимости определения 3-й или 2-й группы инвалидности. При рассмотрении оснований для инвалидности врачебная комиссия учитывает стойкость и длительность последствий инсульта, пирамидных дефектов, двигательные нарушения, порезы, параличи, экстрапирамидных двигательных, расстройства речи, замедленные движения действующей стороны тела, неспособность к самообслуживанию, экстрапирамидных гиперкинезов, снижение двигательных функций, невозможность поддержания определенной позы, атактических нарушений, нарушений зрительных функций в виде частичной или полной потери зрения, мозговых дисфункций в виде афазии, эпилептических припадков, угнетение психических функций, слабоумия,
Осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, периферические отеки, слабость. Отек ног после инсульта. Отек относят к отдаленным последствиям инсульта, вызванным недостаточностью работы сердечно-сосудистой системы организма. Отеки характеризуются медленным развитием и сохранением в течение нескольких часов, локализацией на конечностях, распространением снизу вверх и симметрией, плотной консистенцией, при надавливании остается ямка. Из доступных средств профилактики отеков ног допускается использование мочегонных препаратов растительного происхождения – канифрон, цистон, лекарственных трав или сборов, обладающих мочегонным эффектом. Осторожно применяйте мази и жидкости в качестве втираний, возможно травмирование кожи. Отек мозга при инсульте. Это осложнение может развиваться на любом этапе инсульта, чаще в течение первых часов патогенеза. Отек мозга – это повышение внутричерепного давления впоследствии патологического набухания глиальной ткани головного мозга. Отек мозга при инсульте – следствие нарушения мозгового кровообращения, вызванного закупоркой крупного сосуда мозга и его бассейна и выпота жидкой части крови за пределы сосудистого русла. Профилактика отека мозга – обязательная составная часть терапии начального периода инсульта, независимо от наличия симптомов. Мероприятие проводит специализированная бригада, уполномоченная проводить терапию критических больных. Бригада выполняет следующие действия. Поддерживает стабильную гемодинамику, избирательно контролирует артериальное давление только при гипертензии или при одновременном развитии отека легких, некоторых других состояний. Предупреждает отек мозга и легких, купирует синдром психомоторного возбуждения или судорожный синдром. Температуру выше 37,5 градусов Цельсия целесообразно снизить. Контролирует уровень глюкозы в крови. При гипергликемии показан инсулин короткого действия. Внутривенное введение глюкозы противопоказано. Паралич после инсульта. Нарушение двигательной активности разной степени и регрессии. Частые спутники инсультов. Обычно нарушение проявляется в виде порезов, частичной потери возможности движения и паралича, полной потери двигательной активности. При инсультах наблюдают моноплегию, паралич одной конечности, рука или нога, гемиплегию, паралич рук и ног одной стороны тела, параплегию, паралич двух рук или ног. Для периферических параличей характерно полное отсутствие двигательной активности в пораженном участке тела. Для центральных параличей характерна синкинезия, содружественное движение. При синкинезии парализованная рука или нога не действует самостоятельно, но при поднятии здоровой руки или ноги парализованная конечность выполняет подобные движения. Одновременно с параличами возникает нарушение речи в виде афазии или затруднения произношения слов, а также непонимание собственных речевых ошибок. Кома после инсульта. Кома после инсульта – угнетение центральной нервной системы в результате вторичных нарушений мозгового кровообращения или апоплектиформная кома. Она развивается на фоне острого нарушения мозгового кровообращения и повышения температуры тела, как следствие некротических процессов в головном мозге и гнойных патологий, осложнений в виде пролежней и другого. Кома характеризуется стадийностью, начинается с прикомой, спутанностью сознания. Регресс рефлексов проявляется в виде 4 стадий. Оглушение – первая стадия. Глубокий сон – сопор – вторая стадия. Утрата корниального и глазного рефлексов – третья стадия. Утрата глубоких рефлексов – атония мышц – четвертая стадия. Как восстановиться после инсульта? Период восстановления у мужчин и женщин занимает примерно одинаковое время. Адаптация зависит от индивидуальных особенностей организма.
Восстановительный период после микроинсульта проходит быстро. Больные возвращаются к относительно нормальному существованию в течение 2-3 месяцев. При обширных инсультах реабилитация длительная или пожизненная. Желательно привлечение к реабилитации специалистов в области неврологии, массажа, мануальной терапии, логопедов, диетологов. Отдельные этапы реабилитации возможны как в условиях стационара, амбулатории и санатория, так и дома. В период реабилитации больным, перенесшим обширный инсульт, показано: электростимуляция синусоидальными токами, магнитотерапия, электрофорез при глазочно-затылочном расположении электродов, озокеритотерапия. Для нормализации двигательных и чувствительных функций рекомендовано сочетание массажа, мануальной терапии и иглорефлексотерапии. Восстановление нейропсихологических функций происходит на занятиях в амбулаторных, домашних условиях с индивидуальным логопедом или групповым методом. Это занимает от года и более. Продукты для профилактики инсульта. Численность населения Земли, по данным на июль 2011 года, составляла уже более 7 миллиардов. Из них около миллиарда находится в группе риска по инсульту. В течение каждых 6 секунд на планете от инсульта умирает 1 человек. Услышав эти данные, приходится задуматься над тем, можно ли сократить количество смертей от инсульта. Хотя количество инсультов все выше и выше, исследователи указывают на то, что в 85% таких случаях есть возможность не допустить инсульта путем внесения изменений в свой ежедневный образ жизни и рацион. Необходимо не злоупотреблять алкоголем, включать в свое ежедневное меню свежие овощи и фрукты, желательно домашние, которые не содержат различных химических добавок, а также следует регулярно выполнять физические упражнения. Рыба – продукт, употребление которого хотя бы раз в неделю, по данным исследований, поможет избежать инсульта. Дело в том, что инсульт чаще всего происходит из-за наличия у человека вредных привычек – злоупотребления алкоголем, курения, постоянного переедания. А в рыбе содержатся такие вещества, как омега-3, которые ведут к уменьшению риска возникновения инсульта. Это полиненасыщенные жирные кислоты. Они способствуют стабилизации кровяного давления, а также понижают содержание холестерина в крови. Груши и яблоки. Фрукты, мякоть которых имеет белый цвет, обусловленный веществом, которое оказывает помощь организму в предотвращении инсульта. Это доказано данными одного из исследований, в котором принимали участие 20 069 человек в возрасте 40 лет. Исследование длилось 10 лет, в течение которых ученые зафиксировали 233 случая инсульта. В результате сделан вывод, что риск претерпеть инсульт был на 52% меньше у тех людей, которые употребляли в пищу фрукты и овощи, имеющие белую мякоть. Однако, несмотря на результаты различных исследований, хочется отметить, что употребление в пищу различных фруктов и овощей в любом случае повышает иммунитет и укрепляет естественную защиту организма. Автор статьи – Соков Андрей Владимирович, врач-невролог. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.